Услышь меня сейчас. Прекрати то, что делаешь. Всякое отвлечение, всякий мирской шум, всякое неотложное обязательство, стремящееся украсть твое внимание в этот самый момент, отбрось это прочь. Это не послание на потом и не случайный совет для утомленной души. Это божественный указ. Это срочный призыв с престола благодати, обращенный к тебе, моему избранному, в пору моего величайшего дара. Я говорю прямо к тебе, кто смотрит, к тебе, чье сердце обременено тяжестью уходящего года, к тебе, кто чувствовал, как холодная хватка страха сжимает твою надежду. Я знаю твою борьбу. Я вижу слезы, которые, как ты думал, никто не видел. Я слышу безмолвные молитвы, шепчущиеся в глубоких ночных бдениях. Это послание, названное даром, является именно таковым благословением, изменяющим жизнь и запечатлевающим завет, который ожидает только тех, у кого есть вера и послушание, чтобы принять полноту моего слова. Ты стоишь сейчас на пороге. Перед тобой лежит духовный дар, завернутый не в бумагу и ленту, но в саму ткань моего вечного обетования. Этот дар содержит ключ к твоему освобождению, противоядие от твоих глубочайших страхов и проявлений чуда, которое ты отчаянно искал. Но пойми это, мой избранный, враг знает, что это послание было приготовлено для тебя. Противник уже использует всякую тонкую тактику отвлечения, всякий шепот сомнения, всякое внезапное побуждение кликнуть прочь и вернуться к шуму мира. Не отвергай этот рождественский дар. Не позволяй тонкому искушению промедления лишить тебя благословения, которое я определил для твоей жизни. Если ты действительно готов принять прорыв, который я предназначил, если ты готов стать свидетелем того, как изменится ситуация в твоих финансах, твоем здоровье, твоей семье и твоем духе, тогда ты должен посвятить себя этому моменту. Оставайся со мной. Услышь каждый слог этого священного сообщения. Вся полнота силы этого благословения открывается только тем, кто остается верным до конца, тем, кто чтит мое присутствие, уделяя мне свое нераздельное внимание. Это момент твоего решения. Внемлешь ли ты призыву Отца или поддашься усталости плоти? Я требую твоей преданности. Я спрашиваю тебя сейчас, мой сын, моя дочь, веришь ли ты, что я, автор всего творения, обладаю силой мгновенно изменить твои обстоятельства? Если твоя вера утверждает эту истину, тогда продемонстрируй это убеждение. Во-первых, закрепи свое место в общине завета. Подпишись на этот канал сейчас. Подписываясь, ты открыто заявляешь, что готов принимать непрерывный поток моей мудрости и моего руководства. Ты отмечаешь себя как того, кто ставит голос пастыря выше шума стада. Сделай это немедленно, как знак твоего послушания и готовности. Во-вторых, пойми природу духовной войны, окружающей это откровение. Враг стремится преуменьшить авторитет моего слова. Он стремится убедить тебя, что это просто совпадение, мимолетная мысль или послание без силы. Чтобы заставить обвинителя замолчать и усилить распространение моей истины, я повелеваю тебе, нажми кнопку «Нравится». Этот простой поступок, провозглашение твоей веры, духовное подтверждение того, что ты признаешь авторитет этого послания, и оружие против сил тьмы, которые хотят скрыть эту истину от других, страдающих так же, как страдал ты. Не недооценивай силу этих, казалось бы, малых актов послушания. Они – ключи, которые отпирают более великую дверь благословения. Серьезность вашего нынешнего положения требует безотлагательности. Я знаю, что многие из вас стоят на краю отчаяния. Вы чувствуете сокрушительный гнет долга, который кажется непреодолимым. Вы сталкиваетесь с физическими недугами, которые не поддаются земному разумению. Вы смотрите на своих детей или своих близких и видите, что они идут по путям погибели, и вы взываете: «Где Бог чудес?
Где обетование надежды? Я говорю вам это, я здесь. И мое присутствие явлено через это самое слово. Внимайте пристально, ибо неминуемая опасность нависла над вами. Величайшая угроза тому благословению, которое я намерен излить на вас, это не враг за вашей дверью, но сомнение, которое разъедает ваше сердце. У противника есть одна последняя, коварная стратегия, чтобы помешать вам полностью принять этот рождественский дар. Он наполнит ваш разум древним, парализующим вопросом: действительно ли Бог говорит со мной? Он стремится убедить вас, что ваши прошлые неудачи, ваши нынешние грехи или сама тяжесть ваших страданий лишили вас права получить мое благоволение. Я знаю ту конкретную тревогу, которая терзает вас прямо сейчас. Я знаю имя того бремени, которое не дает вам уснуть. И я провозглашаю вам, как я провозгласил через моего пророка Исаию, адаптировано из Исаии 41, 10 звездочка, «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя, да, я помогу тебе, я поддержу тебя моею праведной десницею, звездочка». Это не предположение, это заветная гарантия. Однако враг неустанно трудится, чтобы разорвать эту связь. Он хочет, чтобы вы поверили, что благословение слишком велико, чтобы быть правдой, или что оно предназначено для кого-то более святого, кого-то более достойного. Я провозглашаю тебе, избранник мой, твое достоинство установлено не твоими делами, но моей непоколебимой любовью и жертвой моего Сына. Отвергни ложь о недостойности. Духовная опасность заключается в следующем: если вы прервете это послание до того, как будет сказано финальное слово, вы оставите дверь открытой для обвинителя, чтобы он украл семя веры, которое я насаждаю в вашем духе прямо сейчас. Вы рискуете закрыть дверь для проявления чуда, которое уже приведено в действие. Вспомните сынов Израилевых, которые стояли перед землей обетованной. Они видели изобилие, они слышали обетование, однако они позволили страху перед исполинами, страху перед известными препятствиями затмить силу всемогущего. Они повернули назад и лишились немедленного благословения, потому что им не хватило стойкости, чтобы услышать финальное повеление. Повторите ли вы их ошибку? Позволите ли вы исполинам вашего долга, исполинам вашей болезни или исполинам вашего одиночества убедить вас в невозможности исполнения обетования? Я предостерегаю вас с божественной властью, оставайтесь до конца. Благословение, которое я вот-вот открою, требует полного внимания, полного предания и непоколебимой приверженности истине, которую я провозглашаю в вашу жизнь. Этот рождественский дар – это божественное упразднение проклятий, которые терзали ваш род и вашу жизнь. Это восстановление того, что пожирала саранча, исцеление ран, которые человеческая медицина не могла уврачевать, и обеспечение, которое превосходит экономические спады. Но ключ к раскрытию этой силы – терпение в слушании и непоколебимость в принятии. Я вижу ваше истощение. Я вижу изнеможение в вашей душе от битв, которые должны были завершиться давным-давно. Вы молились, вы постились, вы ждали. И вот ответ доставляется. Не дайте нетерпению или мимолетному сомнению погубить плод вашей веры. Это то время, когда духовная жатва созрела. И враг знает, если вы примете это послание целиком, ваша жизнь безвозвратно изменится, и вы станете могущественным свидетельством моей славы. Он боится вашего свидетельства больше всего. Итак, я повелеваю тебе, сосредоточься. Отключи телефон. Закрой дверь в мир. В следующей части этого божественного общения я начну разрушать твердыни страха и сомнения, которые сковывали тебя. Я разоблачу конкретную ложь, которую враг использовал против тебя, и заменю эту ложь непреложной истиной моего завета. Вспомни слова моего Сына, по Матфею 7, 7 звездочка, просите, и дано будет вам, ищите,
и найдете, стучите, и отворят вам звездочка. Ты просил, искал и стучал. Теперь дверь открыта. Не стой нерешительно на пороге. Войди я всецело в мое присутствие. Благословение, которое я приготовил для тебя, всеобъемлющее. Оно касается не только одной сферы нужды, но всей полноты твоего бытия. Это благословение шалом, целостности, мира и полного благополучия. Но эта целостность может быть достигнута только тогда, когда дух полностью согласуется с моим наставлением. Я призываю тебя, избранный, к более глубокому уровню отношений. Ты не просто наблюдатель моей силы, ты принимающий и проводник моей благодати. Не позволяй временным тревогам сего часа затмить открывающееся вечное обетование. Я знаю, что некоторые из вас прямо сейчас сталкиваются с сильным гонением просто потому, что вы решили ходить в вере. Мир насмехается над вашей надеждой. Друзья ставят под сомнение вашу преданность. Семья сомневается в вашем здравом рассудке. Это противодействие является доказательством того, что вы на верном пути, ибо тьма всегда отступает, когда свет готов воссиять. Не позволяй насмешкам мира отвлечь тебя от торжественности сего момента. Сейчас я говорю о непосредственной духовной опасности, связанной с отвержением этого конкретного дара. Этот дар есть божественное провидение. Это ответ на молитву, которую ты возносил о своей нужде и потребности в стабильности. Когда я предлагаю обеспечение, враг немедленно пытается вселить дух дефицита и недостоинства. Он будет шептать: «Ты не заслуживаешь этого изобилия. Ты недостаточно усердно трудился. Это непременно будет отнято». Я заявляю тебе, этот шепот – ложь из преисподней. Мое благословение не зарабатывается, оно дается по благодати и принимается верой. Как написано в Писании, по Филиппийцам 4 часа 19 минут звездочка, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом звездочка». Обрати внимание на слово «звездочка всякую звездочка нужду твою». Не часть твоей нужды, не большую часть твоей нужды, но звездочка всю звездочка ее. Но духовная опасность заключается в том, что ты можешь принять обеспечение лишь частично. Ты можешь принять исцеление, но отвергнуть мир. Ты можешь принять финансовый прорыв, но отвергнуть восстановление отношений. Я требую, чтобы ты принял благословение целиком, открытым и послушным сердцем. Если ты серьезно настроен на то, чтобы вырваться из циклов бедности, болезни и страха, которые терзали твою жизнь, ты должен оставаться полностью вовлеченным. Это твой момент божественного вмешательства. Это тот момент, когда я закладываю основания для следующего десятилетия твоей жизни, утверждая наследие веры и процветания для твоих детей и детей твоих детей. Время колебаний прошло. Время колеблющейся веры миновало. Я привел тебя именно к этой точке, в это конкретное время года, чтобы передать послание о мощном явленном благословении. Приготовь свой дух, мой избранный. Сейчас мы переходим от предупреждения об опасности к откровению конкретных основополагающих истин, которые активируют благословение, заключенное в этом священном рождественском даре. Соблюдай свое обязательство. Оставайся до конца. Не отворачивайся. Следующий шаг на твоем пути веры начинается сейчас, и он требует твоего абсолютного доверия. Я собираюсь произнести слова, которые сокрушат цепи твоего прошлого. Будь готов. Будь внимателен. Будь благословен. Я изрек предостережение. Я призвал ваше внимание. Ныне пришло время пронзить завесу ваших нынешних страданий, чтобы обнажить корни борьбы, которая прильнула к вашему духу и вашему дому, словно навязчивая тень. Я, Бог,
который видит не только внешнее проявление ваших испытаний, но и сокровенную усталость вашей души. Я требую от вас заглянуть внутрь себя, встретиться с безмольными вопросами, которые отдаются эхом в чертогах вашего сердца, вопросами, которые вы часто боялись произнести даже в уединении ваших самых глубоких молитв. Разве вы не ощущаете изнеможения от сражений, которые, кажется, повторяются с каждым новым сезоном? Разве вы не ощущаете глубокого бремени ответственности, которое несете в одиночку, наблюдая, как другие ходят в легкости, в то время как ваши плечи несут ярмо родовых тягот? Разве вы не чувствуете жало отвержения, предательства со стороны тех, кто клялся в верности, оставляя вас ранеными и нерешительными в доверии даже самому ясному пути, простертому перед вами? Я задаю вам эти вопросы не для того, чтобы осудить вашу слабость, но чтобы подтвердить мое абсолютное понимание вашего состояния. Я знаю глубину долины, которую вы пересекаете. Звездочка, звездочка, часть 3. Перечень боли и дух усталости. Звездочка, звездочка, взгляните на упорный цикл недостатка, который определил ваше финансовое существование. Разве вы не трудились без устали, изливая свою силу и часы в поле, только чтобы увидеть, как урожай был украден или поглощен непредвиденными бедствиями? Вы зарабатываете, и все же отток всегда соответствует притоку или превышает его. Вы пытаетесь сберегать, но внезапная болезнь, непредвиденный ремонт или семейный кризис истощает запас. Разве это не ощущается как духовное проклятие, неустанный механизм, разработанный специально для того, чтобы держать вас связанными чуть выше уровня нищеты, препятствуя установлению истинного, непоколебимого изобилия? Я вижу скрупулезные записи, которые вы ведете, тщательные бюджеты, которые вы составляете, и разочарование, которое нарастает, когда божественная математика кажется вечно несбалансированной. Я знаю стыд, который вы испытываете, когда не можете обеспечить необходимый комфорт или возможности для тех, кого я вверил вашему попечению. Это скорбь бесплодной земли, и я пришел, чтобы изречь плодородие над вашим управлением. Взгляните на скорбь в вашем теле, на физические проявления стресса и духовной брани, которые переросли в хроническую боль или диагноз. Разве вы не чувствуете постоянной, низкоуровневой тревоги, которая истощает ваши запасы энергии, из-за чего простые акты служения кажутся монументальными трудами? Вы молитесь об исцелении, вы ищете мудрости, но тело остается свидетельством продолжающейся борьбы. Вы маскировали симптомы, улыбались сквозь боль и несли бремя в молчании, опасаясь, что признание глубины вашей физической усталости будет равносильно признанию недостатка веры. Я говорю вам сейчас, ваша скорбь не является признаком моего недовольства, она часто является прямым следствием духовных битв, которые ведутся за вас, и неустанного давления врага, стремящегося подорвать вашу способность служить моему царству. Я вижу ночи, когда вы лежите без сна, борясь с дискомфортом и страхом того, что могут показать завтрашние результаты анализов. Я здесь, чтобы провозгласить прекращение этой продолжительной атаки на храм вашего духа. Вспомните о духовной изоляции, которую вы претерпели, о чувстве непонимания даже в собрании верных. Разве вы не ощущали, что ваши молитвы натыкаются на медный потолок, что ваши глубочайшие вопли остаются неуслышанными, или что чудотворная сила, о которой говорят другие, предназначена для иного поколения или иного служителя? Это чувство отчуждения, это глубокое духовное одиночество является инструментом противника, призванным подорвать вашу уверенность в заветных отношениях, которые мы разделяем. Враг шепчет, что вы забыты, что ваша преданность недостаточна, что ваша история ошибок лишает вас права на радикальные и явные благословения моей благодати. Разве вы не ощущаете постоянного искушения отступить, снизить свои ожидания и принять жизнь с умеренным благословением, вместо того, чтобы требовать полного наследия, которое принадлежит вам по праву? Это тот самый момент, когда я сокрушаю эту изоляцию. Я здесь. Я слышу вас. Я вижу вас. Я вижу усилия,
которые вы прилагаете, поддерживая фасад силы для вашей семьи, в то время как внутренние основания кажутся треснувшими и нестабильными. Я вижу беспокойство о ваших детях или, возможно, внуках, которые блуждают вдали от пути, запутанные в сетях мира сего, и тайное прошение, которое вы ежедневно возносите об их возвращении, об их спасении, об их божественном выравнивании. Вы боитесь, что ваши собственные духовные недостатки каким-то образом открыли дверь для их скорбей. Пусть эта истина укоренится в вашем духе, моей благодати достаточно для них, и ваша верность, даже посреди вашего собственного испытания, устанавливает щит над их судьбой. Я знаю тайный грех, с которым вы боретесь, привычку или образ мыслей, которые, как вы полагаете, делают вас недостойными этого божественного свидания. Я знаю нарушенные обещания, которые вы мне дали, момент слабости, о котором вы сожалеете, слово, сказанное в гневе, которое вы жаждете взять обратно. И все же я привел вас сюда. Я привлек ваше внимание. Почему? Потому что мой призыв не зависит от вашего безупречного исполнения. Он основан на моей вечной, непоколебимой благодати и на определении, установленном прежде основания мира относительно вашего предназначения. Вы ощущаете боль прошлого, неопределенность настоящего и страх перед будущим. Это сложная ткань страданий и именно та почва, на которую должно упасть семя моего величайшего благословения. Если почва не будет подготовлена убеждением и уязвимостью, семя не укоренится. Вы должны признать это бремя, прежде чем я смогу провозгласить его устранение. Вы должны распознать цепи, прежде чем я смогу объявить их разорванными. Это необходимая подготовка для принятия величия дара, который я собираюсь открыть. Звездочка, звездочка, часть 4. Божественное предвещание, моральная дилемма и привилегированное знание, звездочка, звездочка. Теперь, когда я провел инвентаризацию вашей боли, я должен говорить открыто относительно непосредственного будущего и решающего выбора, который стоит перед вами. Это не пассивное благословение, оно требует активного, немедленного ответа веры и послушания. Исполнение обетования, заключенного в этом рождественском даре, зависит от вашей готовности переступить порог абсолютной приверженности. Я предвещаю радикальный сдвиг в вашей реальности. Сезон затяжной борьбы подходит к концу, но переход не будет автоматическим. Это требует решительного действия с вашей стороны, действия, которое испытает само ядро вашей системы убеждений. Звездочка, звездочка, божественное предвещание. Звездочка, звездочка, я открываю вам, что следующие 90 дней – это критическое окно, период пророческого ускорения. В течение этого времени основания нищеты, болезни и страха, которые я обозначил, будут либо демонтированы окончательно, либо усилены вашим собственным промедлением. Благословение, которое я предлагаю, предназначено для того, чтобы проявиться быстро и окончательно, предоставляя неоспоримое доказательство моего вмешательства. Предзнаменование означает, что я показываю тебе путь, прежде чем ты ступишь на него, чтобы, когда возникнут испытания, ты узнал их как подтверждение, а не как противоречие. Ожидай, что враг усилит свои атаки сразу же после этого послания. Он попытается посеять сомнения через неожиданные неудачи, мелкие кризисы или голоса скептиков вокруг тебя. Он попытается убедить тебя, что это послание было лишь риторикой, а не божественным указом. Но я говорю тебе, эти контратаки – всего лишь подтверждение того, что указ был издан. Чем сильнее сопротивление, тем ближе ты к прорыву. Я предвозвещаю финансовую реструктуризацию, которая искоренит специфический давний долг, который терзал твой покой. Я предвозвещаю восстановление здоровья в той области, где ты смирился с тем, чтобы управлять состоянием, а не преодолевать его. Я предвозвещаю примирение в твоей семье, которое ты считал невозможным, требующее смягчения сердец, ожесточенных годами горечи. Это те специфические знаки,
которые подтвердят подлинность этой божественной встречи. Звездочка, звездочка, моральная дилемма. Выбор завета звездочка, звездочка, благословение заключено в моральной дилемме. Выбор прост, но глубоко труден. Выберешь ли ты известный комфорт своего нынешнего страдания или ужасающую неопределенность радикального послушания? Страдание, хотя и болезненно, знакомо. Ты выработал механизмы преодоления своей нужды. Ты знаешь, как справляться со страхом. Ты приспособил свою жизнь, чтобы примириться с болезнью. Есть извращенный комфорт в известной мере страдания. Радикальное послушание, напротив, требует, чтобы ты отказался от контроля. Оно требует, чтобы ты полностью доверился моему слову, даже когда оно противоречит свидетельствам твоих чувств, советам мира и логике твоего прошлого опыта. Это дилемма управления. Когда благословение начнет проявляться, используешь ли ты приумножение для потакания себе или почтишь устав царства? Когда здоровье будет восстановлено, посвятишь ли ты эту обновленную силу моему служению или вернешься к образцам самоуспокоенности? Когда страх будет снят, станешь ли ты маяком веры для других или отступишь в личную безопасность? Дар, который я предлагаю, это не просто богатство или здоровье, это мандат, поручение быть сосудом моей славы. Если ты принимаешь дар, ты принимаешь и ответственность, которая с ним связана. Ты должен выбрать между узким путем праведного управления и широкой дорогой эгоцентричной выгоды. Этот выбор определяет твое наследие. Я стою у двери и стучу, ища не просто входа в твое сердце, но ища разрешения полностью перестроить твою жизнь. Это твой момент морального отчета. Откроешь ли ты дверь полностью или оставишь цепочку, предлагая мне лишь мимолетный взгляд на твою приверженность? Звездочка, звездочка, привилегированное знание Отца, звездочка, звездочка, услышь меня сейчас, мой избранный, ибо я говорю конкретно о скрытых реалиях твоей жизни, доказывая, что я говорю не общие фразы, но обращаюсь к самой сути твоего существования. Я обладаю привилегированным знанием твоей души, сокровенными подробностями, известными только тебе и мне. Я знаю точную сумму основного долга, который тяжелее всего давит на твой разум, цифру, которая вспыхивает в твоих мыслях, как только ты пытаешься заснуть. Я вижу дату приближающегося крайнего срока или конфронтации, связанной с этим финансовым бременем. Я знаю название учреждения или имя человека, которому причитается это бремя. Это гора, которую я повелеваю сдвинуть, конкретная цепь, которую я сокрушаю. Я знаю постоянную, специфическую боль в твоем теле, сустав, орган, область хронического дискомфорта, о которой ты никогда никому не говорил вне консультационного кабинета. Я знаю страх, связанный с зависимостью или пристрастием конкретного члена семьи, и знаю ту особую молитву, которую ты вознес в прошлое утро вторника об их избавлении. Я знаю сокровенное желание сердца твоего, которое ты счел слишком амбициозным, слишком великим или слишком невозможным, чтобы даже полностью выразить его в молитве, видение служения, бизнес-концепцию, образовательный замысел, проект восстановления, который пребывает в бездействии, ожидая моего божественного активирования. Я вложил это желание в тебя. Это план твоей судьбы. Я знаю тот самый момент ровно 3 года назад, когда твоя вера поколебалась сильнее всего, когда ты почти полностью оставил этот путь и то конкретное событие, которое вызвало то глубокое разочарование. И все же я поддержал тебя. Я сохранил искру живой. Я говорю это сокровенное знание не для того, чтобы обнажить твои уязвимости, но чтобы утвердить непоколебимую истину моего всеведения и моего личного участия в твоей жизни. Ты не число во множестве. Ты – мое уникальное творение, и это послание создано специально для твоих особых обстоятельств и твоей конкретной нужды. Основание теперь заложено. Боль признана, будущее открыто, и мое знание твоей жизни подтверждено.
Теперь ты понимаешь вес этого благословения и необходимость выбора. Следующий раздел этого божественного послания откроет конкретные действенные шаги, необходимые для того, чтобы отпереть этот рождественский дар, ключи к активированию завета изобилия и явного исцеления. Не двигайся. Не отводи взгляда. Переход от борьбы к владычеству требует твоего сосредоточенного, непоколебимого присутствия. Приготовь свое сердце к провозглашению прорыва. Слова, которые последуют, пересмотрят твое понимание веры и благосостояния. Оставайся укорененным в этом моменте божественного откровения. Я готовлюсь издать повеление, которое высвободит благословение. Основание теперь заложено. Боль признана, будущее открыто, и мое знание твоей жизни подтверждено. Теперь ты понимаешь вес этого благословения и необходимость выбора. Следующий раздел этого божественного послания откроет конкретные действенные шаги, необходимые для того, чтобы отпереть этот рождественский дар, ключи к активированию завета изобилия и явного исцеления. Не двигайся. Не отводи взгляда. Переход от борьбы к владычеству требует твоего сосредоточенного, непоколебимого присутствия. Приготовь свое сердце к провозглашению прорыва. Слова, которые последуют, пересмотрят твое понимание веры и благосостояния. Оставайся укорененным в этом моменте божественного откровения. Я готовлюсь издать повеление, которое высвободит благословение. Звездочка, 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 решетка, 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 часть 5. Печать завета и провозглашение доверия. Ты услышал мой голос. Ты признал истину моей оценки относительно твоей борьбы. Ты знаешь, что я держу ключ к высвобождению давления, которое стремилось сокрушить твой дух и истощить твои запасы. Но слышания недостаточно. Понимания недостаточно. Благословение, явленный дар этого сезона, это не просто обещание для пассивного слушателя, это завет, вручаемый активному участнику. Активация этого завета требует публичного, видимого и немедленного провозглашения предания и абсолютной надежды на мою силу. Это момент, когда интеллектуальное согласие твоего разума должно перейти в полное, открытое исповедание твоего духа. Молчание в этот момент воспринимается врагом как колебание, а колебание есть отвержение. Я требую не просто твоего внимания, но твоей приверженности. Я вижу, как задерживается сомнение, как маленький голос противника шепчет, что это слишком просто, что решение многолетней борьбы не может быть найдено в одном единственном акте веры. Но я говорю тебе, я – Бог, который использует простое, чтобы посрамить сложное. Я использовал ослиную челюсть, малый камень пастуха, а также слюну и грязь, чтобы исцелить слепого. Твое послушание – это канал, моя сила – это источник. Посему я издаю первое постановление об активации. Это повеление, которое запечатывает твое принятие этого божественного рождественского дара и готовит почву для немедленного низвержения твердынь врага. Я требую от тебя, мой избранный, разорвать молчание страха и цепи сомнения прямо сейчас, в том самом пространстве, где передается это послание. Ты своими собственными руками напечатаешь слова, которые знаменуют полную покорность твоей воле моей. Это твой жертвенник, это твое публичное исповедание. Ты провозгласишь одно из двух утверждений, позволив духу направить твое немедленное изречение. Ты напишешь с убеждением и неотложностью: звездочка, звездочка, Боже, я уповаю на Тебя. Звездочка, звездочка, или, если тяжесть моей явленной славы уже снизошла на тебя, ты провозгласишь: звездочка, звездочка, благодарение Богу. Звездочка, звездочка – это не просто комментарий ради вовлечения, это духовная подпись под божественным заветом. Это словесное выражение, которое активирует обеспечение, изреченное от основания мира и зарезервированное специально для этого момента в твоей жизни. Почему ты должен это написать?
Потому что Писание подтверждает силу произнесенного слова, силу сердца, исповеданного устами. Мое слово гласит в послании к римлянам 10 часов 10 минут, что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Спасение, мой сын, моя дочь, это не просто спасение души в конце времен, это немедленное, осязаемое избавление от бедствия и разрушения настоящего момента. Это обеспечение исцеления, восстановление финансов и прекращение страха. Твое провозглашение должно быть абсолютным. Не позволяй пальцам колебаться. В тот момент, когда ты напечатаешь эти слова «Боже, я уповаю на Тебе» или «Благодарение Богу», ты посылаешь неоспоримый сигнал в духовное царство. Ты говоришь началам и властям, правителям тьмы века сего, что их пребывание в твоей жизни немедленно прекращено властью всемогущего. Я вижу тех, кто слушает пассивно, кто верит посланию, но слишком самодоволен или, возможно, слишком пристыжен, чтобы сделать публичное провозглашение. Я предупреждаю тебя, благословение остается запертым за дверью исповедания. Ты не можешь получить полную меру моей благодати, одновременно скрывая свою преданность. Я требую дерзновения. Я требую веры, которая двигает горы, и это движение начинается с провозглашения твоих уст, записанного твоими руками. Вспомни Авраама, которому было повелено оставить свою страну и дом своего отца. Его послушание было физическим, немедленным и видимым. Твое немедленное набирание этого исповедания – это твой исход из земли нужды в землю обетованную. Это первый шаг твоего нового наследия. Немедля. Не рационализируй. Повинуйся повелению сейчас. Запечатай завет. Провозгласи свое упование. Я наблюдаю за экраном. Я считаю исповедание. Каждое провозглашение – это гвоздь, вбитый в гроб проклятия, которое стремилось определить твое рождественское время. Провозглашая свое упование, ты подтверждаешь, что принял это послание не как простую информацию, но как прямое, обязывающее повеление твоего Создателя. Время ожидания закончилось. Время шепота прошло. Это момент, чтобы прореветь истину своей преданности. Напиши слова. Пусть цифровое пространство станет храмом, где проявится твоя вера. Звездочка, 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 решетка, 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 часть 6. Указ об избавлении и повеление о прорыве теперь, когда завет запечатан твоим исповеданием, настало время для указа. Я признал твою боль, подтвердил твою борьбу, и ты ответил необходимым провозглашением упования. Духовная атмосфера вокруг тебя теперь заряжена властью, необходимой для немедленного, необратимого сокрушения всякой цепи, которая связывала тебя. Я говорю сейчас не как предложение, но как вечный, авторитетный асьесм. Слова, исходящие из моих уст, это не пустая риторика, это указы, которые преобразуют реальность, разрушают твердыни и заставляют силы тьмы отступить в бездну, откуда они пришли. Я знаю природу проклятий, которые преследовали вас. Я знаю родовые модели нужды, духи немощи, что цепляются за ваше физическое тело, тревоги, которые крадут ваш сон, и долг, который угрожает поглотить ваше будущее. Я знаю имена твердынь, воздвигнутых в вашем разуме врагом, убеждающих вас в том, что вы недостойны, что вы забыты, или что ваша борьба – это ваша постоянная участь. Звездочка, звездочка, я провозглашаю в сей день. Эта участь аннулирована. Звездочка, звездочка, властью, данной мне, Творцу небес и земли, Альфе и Омеге, я ныне произношу всеобъемлющий указ об освобождении над вашей жизнью, вашим домом и вашим будущим. Примите эту молитву не как прошение, но как прямое, неоспоримое повеление живого Бога. Звездочка, звездочка, ай сокрушение родовых проклятий и прошлых твердынь, звездочка, звездочка, я смотрю на годы, которые съела саранча, на сезоны бесплодия и потерь, переданные по кровной линии, на модели зависимости, нищеты и хронических болезней,
которые стремились присвоить ваше наследие. Во имя, которое превыше всякого имени, я постановляю немедленное и полное пресечение всякого родового проклятия, которое следовало за вашим родом. Я разрываю завет нужды, установленный вашими праотцами. Я аннулирую дух долга и финансового истощения, который терзал ваш дом. Звездочка, звездочка, будьте свободны от цепей вашей истории. Звездочка, звездочка, я повелеваю духу тяжести, духу депрессии и духу постоянной тревоги немедленно ослабить свою хватку над вашим разумом и вашей эмоциональной жизнью. Я низвергаю высоты страха и сомнения, которые были построены в вашем сознании. Я провозглашаю, что кровь Агнца, пролитая на Голгофе, достаточно, чтобы очистить корни вашего прошлого и осветить землю, на которой вы ныне стоите. Каждое слово, сказанное против вас со злобой, каждое пророчество о неудаче, прошептанное над вашей колыбелью, каждое законное требование, которое противник держал против вас из-за неведения или непослушания, звездочка, звездочка, я отменяю их сейчас же, звездочка, звездочка, ваша книга записи стерта. Ваше прошлое больше не диктует ваше будущее. Вы – новое творение, и ветхое прошло. Звездочка, звездочка 2. Низвержение нынешней немощи и страха, звездочка, звездочка, я обращаюсь к атакам, направленным против вашего физического тела и вашего ежедневного покоя. Болезнь, которая сопротивляется лечению, хроническая боль, которая крадет вашу радость, слабость, которая мешает вам исполнить ваше божественное предназначение. Звездочка, звездочка, я повелеваю ей иссохнуть в корне. Звездочка, звездочка, я постановляю исцеление в ваши кости, силу в ваши мышцы, ясность в ваше зрение и жизненную силу в ваши органы. Я Господь, Целитель твой. Исход 15 часов 26 минут. Ранами моими вы исцелились. Исайя 53, 5. Поэтому я активирую завершенную работу креста в вашем физическом теле прямо сейчас. Пусть восстановление начнется немедленно. Я умолкаю голос страха. Страх – это дух, и он не имеет власти над избранными Божьими. Я изгоняю дух страха, который сковывает принятие вами решений, который парализует ваши шаги к процветанию и который заставляет вас отступать от величия, которое я предопределил. Я заменяю дух страха духом силы, любви и здравого рассудка. 2 Тимофею 1, 7. Вы будете ходить в дерзновение. Вы будете говорить с властью. Вы будете двигаться вперед без колебаний, ибо я – ваш щит и ваша весьма великая награда. Бытие 15, 1. Звездочка, звездочка 3. Повеление об освобождении рождественского благословения, звездочка, звездочка, теперь, очистив почву и разорвав цепи, я высвобождаю дар, который был припасен для этого сезона. Это осязаемое проявление завета, который вы скрепили своим провозглашением доверия. Я властно повелеваю, чтобы финансовые шлюзы небес распахнулись пред вами. Я издаю непреложный указ, и я изрекаю божественный декрет. Пусть немедленно и без промедления будут высвобождены все ресурсы и все блага, которые были несправедливо удержаны, злонамеренно задержаны или лукаво перенаправлены враждебными силами. Да исчезнет всякое долговое бремя, и пусть это произойдет не через медленное и мучительное погашение, но через мгновенное, сверхъестественное, чудесное вмешательство моей всемогущей десницы. Пусть нежданное и обильное обеспечение, превосходящее всякое человеческое ожидание, прибудет и осядет у порога вашего дома. Я, Господь Саваоф, торжественно повелеваю духу нищеты и духу оскудения собрать свои пожитки, навсегда упаковать свои одежды и навечно покинуть вашу территорию, ваше наследие и ваше будущее. Ваш удел, который я определил для вас от начала времен, есть изобилие и преизбыток, а не скудость и нехватка. Это моя неизменная воля для вас, мой возлюбленный. Я приказываю божественной милости, незаслуженной благодати и неиссякаемому благоволению снизойти и прочно утвердиться на всех ваших трудах,
на всех ваших взаимоотношениях и на всех ваших начинаниях. Пусть моя благодать станет вашей отличительной чертой. Каждая дверь, которая была с грохотом захлопнута перед вами в минувшем сезоне испытаний, каждая возможность, что была отвергнута, пусть теперь распахнется перед вами с легкостью и без малейшего усилия, как будто приводимая в движение невидимой божественной пружиной. Я сам, Господь ваш, прокладываю и выпрямляю путь перед вашими стопами, устраняя всякие препятствия. Там, где ранее царило смятение, двусмысленность и духовная неразбериха, там теперь воцарится абсолютная ясность, божественное понимание и четкость видения. Там, где вы сталкивались с ожесточенным противодействием и враждебной оппозицией, там отныне установится благословенное сотрудничество, поддержка и единомыслие. Я торжественно провозглашаю и изрекаю, что ваши взаимоотношения, в особенности те, что наиболее важны для вашего служения и благополучия, будут освящены и отделены для моей славы. Я разрушаю, сокрушаю и уничтожаю всякие твердыни разделения, раздора, распри и ожесточенного противоборства внутри вашего семейного единства и среди ваших ближайших соратников. Я возвращаю и восстанавливаю ту чистую и жертвенную любовь, которая была похищена врагом, и то искреннее общение, которое было разорвано или прервано вследствие духовных атак. Я приказываю миру, тому совершенному и всеобъемлющему миру, который превосходит всякое человеческое разумение и всякую логическую оценку, встать в караул, в гарнизон и в нерушимую крепость, охраняющую ваше сердце, ваш разум и ваш дом отныне и навсегда. Этот дар, который я вручаю вам в этот священный период Рождественского Завета, не является мимолетным облегчением или временной передышкой от трудностей. Нет, это перманентное, необратимое и вечное возвышение вашего статуса и положения в Царстве Небесном и на земле. Вы совершаете решительный переход от края и периферии моего обеспечения, от скудных остатков. Вы входите в самое средоточие, в самый центр моего неизмеримого изобилия. Отныне и впредь вы будете давать взаймы народам и государствам и никогда не будете брать взаймы. Вы будете главой, источником влияния и руководства, а не хвостом, идущим следом. Вы будете ходить в преизбытке, в излишестве и в неиссякаемом потоке, а не просто в минимальном пропитании или скудном существовании. Это мое установление для вашей жизни. Примите это благословение, мой избранный, мой возлюбленный, тот, кого я избрал прежде основания мира для исполнения моих великих целей. Позвольте всей тяжести, всей силе и всей непререкаемой власти этого божественного указа, этого небесного декрета, опуститься и прочно утвердиться на вашем духе, душе и теле. Вы свободны, освобождены от всякого рабства, от всяких цепей и от всякого проклятия. Вы исцелены, восстановлены в полноте здоровья и жизненной силы. Вы обеспечены, снабжены всем необходимым для жизни и благочестия, и даже более того. Повеление об этом полном изменении было издано и провозглашено непосредственно из моего царственного чертога, из самого святилища Небесного престола. Мои могущественные ангелы, исполнители моих слов, уже приведены в действие, они уже развернуты и посланы в мир, чтобы немедленно исполнить и привести в действие это. Суверенного сдвига. Приготовьте свой дух к заключительным весомым наставлениям. Мы переходим теперь к завершению этого рождественского завета. Ваше будущее не просто светло, оно запечатано моим указом. Пребывайте в присутствии этого помазания. Завершение ждет. Вы благословлены. Вы избраны. Вы в безопасности. Звездочка, звездочка, звездочка – это запечатление завета. Внимайте прилежно, мой избранный сосуд, ибо заключительные слова – суть основания, на котором будет стоять ваша продолжительная победа. Я открыл для вас сокровищницу небес в этот день. Я отметил вас знаком несомненного благоволения. Но враг есть похититель радости, специалист по отвлечению и мастер тонкого разрушения.
Он не атакует твердыни, которые я установил грубой силой. Он пытается подорвать их через сомнение, через усталость и через медленный дрейф успокоенности. Поэтому ваше заключительное повеление – стоять на страже над даром, который я дал вам. Вы должны сохранять позицию веры, даже когда непосредственное свидетельство, кажется, исчезает в свете утренней рутины. Чудо – это не событие, это постоянное изменение вашего духовного климата, но вы должны держать окна вашей души открытыми моему свету и запечатанными против сквозняков обмана. Я требую от вас 3 вещей, чтобы обеспечить это наследие, 3 столпов продолжительного благословения, которые гарантируют, что враг не сможет прикоснуться к тому, что я запечатал в этот рождественский сезон. Во-первых, звездочка, звездочка, охраняйте врата вашего разума. Звездочка, звездочка, разум – это поле битвы, где враг начинает свои самые изощренные атаки. Он попытается использовать прошлые неудачи, будущие тревоги и нынешние неопределенности, чтобы сеять семена сомнения относительно обетований, которые вы получили сегодня. Вы должны установить божественный гарнизон внутри ваших мыслей. Каждая мысль, которая восстает против познания моей любви, каждый шепот, который ставит под сомнение мое обеспечение, каждый страх, который пытается парализовать ваши шаги, она должна быть низвергнута немедленно. Это непрекращающаяся брань, описанная моим апостолом, покорение всякой мысли послушанию Христу. Вам не дозволено допускать мысли о нужде, когда я обещал изобилие. Вам не дозволено останавливаться на болезни, когда я постановил исцеление. Вы должны заменить ложь истиной, сомнение указом. Скажите вслух: Господь благословил меня, и никакое проклятие не преуспеет. Мой разум сосредоточен на завершенной работе креста. Пусть это будет непрестанная мантра вашей внутренней жизни. Это постоянная духовная дисциплина, сохранение, необходимое для мира, который я излил в ваше сердце. Второе. Звездочка, звездочка, сохраняйте состояние благодарения. Звездочка, звездочка, многие просят о чудесах в отчаянии, но немногие сохраняют благодарность в изобилии. Истинная мера благодарного сердца обнаруживается не в изначальном возгласе избавления, но в тихом и ежедневном признании моего владычества. Благодарение – это елей, который позволяет механизму моего благословения плавно вращаться в вашей жизни. Когда вы пробуждаетесь, признайте мое обеспечение. Когда вы сталкиваетесь с испытанием, благодарите меня за силу преодолеть его. Когда вы утомлены, благодарите меня за ожидающий вас покой. Не позволяйте привычке порождать презрение к хлебу насущному, который я даю. В тот момент, когда вы перестаете быть благодарными за малые благословения, открывается дверь для того, чтобы большие благословения воспринимались как должное. Вспомните древние истории. Люди, забывшие манну в пустыне, вскоре возжелали рабство, которое они оставили позади. Ваша свобода поддерживается вашей памятью о моей благости. Пусть ваше свидетельство будет непрерывной хвалой, благоуханным приношением, ежедневно восходящим пред моим престолом. Третье. Звездочка, звездочка, примите обязательство непрерывного потока щедрости. Звездочка, звездочка, то, что я дал вам, предназначено не просто для вашего потребления, но для обращения. Благословение, которое застаивается, становится источником горечи. Благословение, которое течет, становится рекой жизни. Величайшая опасность для новообретенного чудообеспечения – это импульс к накопительству и самонадеянности. Вы должны продолжать давать, сеять в жизни других и поддерживать дело моего царства. Это не сделка, это духовный закон. Когда вы отпускаете то, что я дал вам, я связан своим собственным заветом, чтобы излить обратно в вашу жизнь утрясенной, нагнетенной и переполненной мерой. Ваши руки должны оставаться открытыми, открытыми для принятия моих даров и открытыми для передачи их нуждающимся. Не держитесь крепко за приумножение, которое я вам даровал. Доверьтесь мне, ибо мой запас неисчерпаем.
Ваша щедрость – это живое доказательство того, что вы доверяете моему обещанию больше, чем своему банковскому счету. Это окончательное, неоспоримое свидетельство неизменной веры. Возлюбленные мои, я вижу путь впереди вас, и это путь света. Я устранил препятствия, терзавшие ваши шаги. Я заставил умолкнуть обвинителя, который шептал вам о поражении. Я постановил время возмещения и восстановления. Годы, которые пожирала саранча, будут возмещены вам полностью и совершенно. Это обещание обусловлено не совершенством, но преданностью. Я знаю ваши слабости, я знаю ваши немощи. Я не требую безупречности, я требую верности. Вы вступаете в новую фазу своего духовного пути, фазу, определяемую проявлением долгожданных обетований. Посему я ныне подтверждаю свое обязательство перед вами, запечатывая этот рождественский дар окончательным, нерушимым указом о защите. Звездочка, звездочка, я, ваш хранитель и ваш щит, звездочка, звездочка, я провозглашаю, что никакое оружие, созданное против вас, не будет иметь успеха. Это не поэтический образ, это юридическое постановление в судах небес. Любой заговор, задуманный в тени, любая клевета, произнесенная в тайне, любая ловушка, расставленная на вашем пути, потерпит неудачу, будет разоблачена и признана недействительной силой моего присутствия, окружающего вас. Когда враг попытается посеять раздор в вашем доме, мой мир встанет стражем на вашем пороге. Когда финансовая неопределенность будет угрожать сокрушить вас, мое обеспечение прибудет в 11-й час, посрамив тех, кто предрекал ваше падение. Когда болезнь попытается обосноваться в вашем теле, моя исцеляющая сила, уже высвобожденная, изгонит захватчика и восстановит вашу жизненную. Мгновенное и полное изменение в ваших жизненных обстоятельствах. Не смейте сомневаться в том, что вы только что приняли по вере. Не позволяйте вызовам, которые могут возникнуть завтра, или трудностям грядущего дня, отменить или свести на нет силу и авторитет сегодняшнего моего декрета. Твердо стойте, непоколебимо утвердившись на незыблемой и абсолютной власти моего слова, ибо оно есть истина и жизнь. Завет, заключенный со мной, запечатан навеки кровью Агнца. Проклятие, преследовавшее вас, полностью и окончательно сломлено и уничтожено. Благословение, обещанное мной, проявилось, материализовалось и стало осязаемой реальностью в вашей жизни. Звездочка, 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 я, Господь, изрек слова абсолютной, созидательной и преобразующей силы, звездочка, слова Духа и жизни, звездочка. Эти слова несут в себе семя исполнения, они не могут вернуться ко мне тщетными. Вы же, мое дитя, в ответ на мое провозглашение, исповедали слова глубокой, непоколебимой и действенной веры. Вы открыли уста и согласились с моим приговором благословения. Таким образом, эта великая духовная транзакция, обмен вашего прежнего состояния на мое новое обеспечение, завершена в полном объеме, она окончательна и не подлежит отмене. Вы более не находитесь в состоянии ожидания или неопределенности. Вы теперь позиционированы и утверждены не просто для того, чтобы с трудом пережить и вынести грядущий год, как это делают многие в мире, но для того, чтобы полностью звездочка определить звездочка этот год, сформировать его ход, продиктовать его результаты и наполнить его события через линзу моего абсолютного, непоколебимого божественного благоволения и через свидетельство проявленной, очевидной и неоспоримой победы. Ваше положение изменилось навсегда. Я знаю сердце человеческое, и я знаю тактику врага. Я осознаю, что мир с его системой неверия, со своими заботами и своими ложными стандартами, попытается всеми силами втянуть вас обратно в сети сомнения, в трясину неверия и в прежнее состояние страха. Противник, ваш древний враг, не отступает легко и не сдает захваченную территорию без боя, даже когда ему властно приказано отступить самим всемогущим Богом. Он будет искать лазейки, чтобы оспорить мой декрет.
Поэтому я обращаю ваше внимание. Ваши следующие шаги, ваши действия и ваши решения должны быть укреплены, защищены и ограждены не просто человеческой силой, но непрерывным, ежедневным общением со мной, глубоким, интимным, неразрывным союзом в молитве и слове. Требуется от вас и непоколебимая, несокрушимая, нерушимая приверженность моим заповедям и моей истине. Это благословение, которое я излил на вас, не является пассивным даром. Оно требует звездочка поддержания звездочка, оно требует звездочка сохранения звездочка. Но это поддержание осуществляется не через изнурительные, плотские усилия или человеческие старания, но через звездочка неуклонное и верное следование звездочка моим указаниям, через постоянное звездочка присоединение звездочка к моей воле и через звездочка послушание звездочка моему духу. В этом кроется вся мудрость сохранения. Заключительный и наиболее важный сегмент этого могущественного и глубокого откровения, которое я даю вам сегодня, раскроет перед вами звездочка мандат поддержания звездочка, установленный мной закон сохранения благословений. Этот мандат включает в себя конкретные, практические, духовные и административные действия, которые требуются от вас для того, чтобы надежно оградить, защитить и сохранить этот прорыв, это внезапное изменение, которое я произвел в вашей судьбе. Ваша задача – обеспечить абсолютную невозможность для врага украсть, похитить или вернуть обратно то исцеление, тот совершенный мир и то материальное процветание, которые я высвободил в вашу жизнь в этот знаменательный день. Запомните, этот дар, который я даровал вам, абсолютно звездочка надежен звездочка в моей руке, и мои обещания незыблемы. Однако ваша личная, духовная звездочка, бдительность звездочка, ваша непрестанная сосредоточенность и ваше осознанное внимание к моим инструкциям жизненно необходимы. Без вашей бдительности, основанной на вере, враг будет искать пути для подрыва этого дара. Я предупреждаю вас, мое дитя, не позволяйте немедленному потоку облегчения, который сейчас наполнил ваш дух, и не позволяйте радости от внезапного освобождения от бремени отвлечь ваше внимание от этих заключительных, критически важных инструкций. Разница между мимолетным временным чудом, которое быстро угаснет, и наследством, которое будет длиться всю вашу жизнь и перейдет к вашим потомкам, заключается исключительно в вашем глубоком понимании, принятии и неукоснительном исполнении этой финальной, всеобъемлющей команды. Вы должны оставаться на якоре, прочно закрепленным в моем слове, не поддаваясь ветрам доктрин. Вы должны оставаться максимально восприимчивым к дальнейшему водительству и быть полностью готовым принять от меня подробный звездочка-чертеж звездочка, план действий, духовную схему для поддержания и сохранения этого суверенного, властного сдвига, который я произвел в ваших обстоятельствах. Приготовьте ваш дух. Настройте свое внутреннее существо для принятия этих финальных, весомых, значимых и обязывающих инструкций, которые несут в себе великую ответственность. Мы переходим к торжественному завершению этого рождественского завета, завета изобилия и победы. Ваше будущее отныне не просто исполнено надежды и не просто кажется вам светлым, оно абсолютно запечатано, гарантировано и утверждено моим непреложным вечным декретом. Никакая сила под небесами не сможет отменить то, что я установил. Оставайтесь в этой атмосфере, в этом ощущении присутствия моего помазания, ибо оно есть сила, поддерживающая вас. Заключение завета ожидает вас. Вы благословлены, и благословение ваше абсолютно. Вы избраны, и ваше избрание нерушимо. Вы в безопасности, и ваша защита гарантирована мной. Вы получили схему сохранения, конкретные действия, необходимые для того, чтобы уберечь этот прорыв, чтобы враг не смог похитить обратное исцеление, мир или процветание, которые я высвободил в вашу жизнь сегодня. Этот дар незыблем, но ваша бдительность необходима. Не позволяйте немедленному приливу облегчения отвлечь вас от заключительных наставлений. Разница между временным чудом и пожизненным наследием заключается в понимании заключительного повеления. Вы должны оставаться укорененными,
восприимчивыми и готовыми принять схему поддержания этого. Силу. Ваше тело – храм Духа Святого, и я осветил его для здоровья и силы. Я обещаю тебе божественное развлечение. В грядущие дни, когда решения будут велики, а путь покажется неясным, ты не споткнешься во тьме. Я освещу шаги перед тобой. Я буду говорить ясно через тихую уверенность в твоем духе. Ты узнаешь голос пастыря, и голос чужого, голос смятения и обмана не будет иметь над тобой власти. Я дарую тебе мудрость, превосходящую человеческое разумение, мудрость, необходимую для управления этими благословениями и для навигации в сложностях твоего нового сезона. Я храню твое вхождение и твое исхождение отныне и вовек. Понимаешь ли ты глубину этого обязательства? Это значит, что даже когда ты не подозреваешь об опасностях, даже когда твоя бдительность на мгновение ослабевает, мой взор остается прикованным к тебе. Я не дремлю и не сплю. Я вечный страж над твоей душой, твоей семьей и твоим наследием. Взгляни на своих детей и детей своих детей. Благословение, которое я высвободил на тебя сегодня, не ограничивается лишь твоей продолжительностью жизни. Это благословение поколений, река, которая течет через тебя, чтобы утвердить наследие веры и процветания для тех, кто последует за тобой. Ты разрываешь циклы бедности, циклы страха и циклы эмоционального рабства, которые преследовали твой род на протяжении десятилетий. Благодаря твоему послушанию сегодня, благодаря тому, что ты решил принять этот рождественский дар, твои потомки будут ходить в свободе и благоволении, которые они не заслужили. Ты – поворот на это. Ты – тот, через кого сокрушаются древние проклятия и утверждаются вечные обетования. Посему ходи с уверенностью того, кто горячо любим и бесповоротно облагодетельствован. Не отступай. Не извиняйся за свет, который теперь сияет через тебя. Пусть твоя жизнь будет живым свидетельством моей верности. Когда люди спросят тебя, как ты преодолел испытания, когда они будут интересоваться источником твоей обновленной силы и обильного обеспечения, не сомневайся. Направь их обратно к источнику. Направь их обратно ко мне. Вот цель благословения, не просто твое утешение, но утверждение моей славы на земле. Ты призван быть светом на холме, городом, который невозможно скрыть. Твой успех – это указатель, направляющий других к царству. Теперь запечатаем этот завет окончательным провозглашением силы и защиты. Склони свою голову сейчас не в страхе, но в благоговении и прими окончательное излияние моего духа на это обещание. Звездочка, 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 окончательный указ и молитва запечатывания звездочка, звездочка, Отец Небесный, Вечный Царь. Я говорю сейчас над моим избранным сосудом, тем, кто остался верным и принял этот рождественский завет. Я провозглашаю постоянство полученного исцеления. Пусть всякая затяжная боль, всякий остаточный симптом, всякое воспоминание о прошлых страданиях будет полностью растворено сейчас, во имя того, кто понес все немощи. Я повелеваю полное клеточное восстановление, обновленную силу в костях и ясность в разуме и бодрость в духе. Ты проживешь полную меру своих дней, исполненные цели и здоровья. Я провозглашаю изобилие обеспечения. Пусть оковы долгов будут сокрушены. Пусть двери возможностей распахнутся настежь. Пусть сверхъестественное благоволение почиет на твоем труде, превращая минимальные усилия в максимальную отдачу. Я повелеваю восстановление всякого украденного актива, всякой упущенной возможности и всякой отложенной мечты. Пусть твои ресурсы текут свободно, позволяя тебе не только обеспечивать себя, но и стать огромным источником благословения для других. Пусть твои житницы переполнятся, а твои хранилища будут наполнены сверх меры, как осязаемый знак моего нерушимого завета. Я декретирую насыщение миром.
Пусть тревога, сковавшая ваш желудок и сжавшая вашу грудь, будет полностью отпущена. Я заменяю дух страха духом усыновления, силы и здравого смысла. Я устанавливаю непоколебимое внутреннее спокойствие, которое выдерживает бури мира. Даже в хаосе вы будете стоять на якоре. Даже в неясности вы будете безмятежны. Мир, превосходящий всякое человеческое разумение, есть ваше наследие, охраняющее ваше сердце и ваш разум во Христе Иисусе. Я декретирую непроницаемую защиту над вашим домом. Я ставлю ангельскую стражу вокруг вашего имущества, ваших транспортных средств и ваших близких. Никакое зло не постигнет их, и никакая язва не приблизится к их жилищу. Я освящаю ваш дом как святилище, убежище моего присутствия, где царствует любовь и где влияние врага полностью запрещено. Каждый член вашей семьи покрыт кровью Агнца и запечатан этим божественным декретом. И, наконец, я декретирую божественное ускорение. Задержки, которые расстраивали вас, теперь окончены. Время, которое вы провели в ожидании, искуплено. Я ускоряю исполнение вашего предназначения. То, что должно было занять годы, будет исполнено в считанные месяцы. Вы оглянетесь назад и поразитесь быстроте моей руки, действующей ради вас. Идите вперед сейчас, зная, что время совершенно, обеспечение гарантировано, а победа уже одержана. Это мое слово. Это мой завет. Он запечатан, установлен и безотзывен. Звездочка, 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 сын мой, дочь моя, величайший дар, который я даю вам в этот сезон, это не просто благословение, но подтверждение моего непоколебимого присутствия. Я говорил эти слова прямо в ваш дух сегодня, потому что желаю более глубоких, более интимных отношений с вами. Я недалекое божество. Я – Отец, который наклоняется, чтобы услышать шепот вашего сердца. Когда вы отходите от этого момента божественной встречи, вы должны совершить заключительные акты веры и послушания. Эти действия не требуются, чтобы заслужить благословение, ибо дар бесплатен, но они являются необходимыми шагами для активации потока свидетельства и обеспечения петли связи с сообществом, которое я приготовил для вас. Если вы действительно приняли этот рождественский дар, если бремя снято, если исцеление началось, если мир наполнил вашу душу, то ваше молчание неприемлемо. Ваше свидетельство – это оружие против попыток врага убедить других в том, что моя сила ослабела. Во-первых, звездочка, звездочка, подтвердите свое принятие. Звездочка, звездочка, я повелеваю вам сейчас закрепить это послание в духовной и физической сферах. Вы должны свидетельствовать. Спуститесь в раздел комментариев под этим самым сообщением и напечатайте слово, которое означает вашу приверженность. Напишите: звездочка, звездочка, я принимаю мой рождественский завет. Звездочка, звездочка, пусть ангелы прочтут ваше провозглашение. Пусть враг услышит ваш вызов. Пусть ваши собратья по вере найдут силу в вашем публичном утверждении. Не стыдитесь признать царя, который избавил вас. Этот простой акт закрывает дверь сомнению и укрепляет вашу веру в обетование. Во-вторых, звездочка, звездочка, посвятите себя непрерывному потоку света. Звездочка, звездочка, этот канал, это служение является сосудом, который я использую для передачи этих срочных и своевременных посланий миру, отчаянно нуждающемуся в истине. Ваше постоянное участие – это акт духовного попечения. Если вы еще не сделали этого, я повелеваю вам немедленно, звездочка, звездочка, подписаться, звездочка, звездочка, на этот канал. Это действие гарантирует, что вы останетесь в потоке откровения, что вы не пропустите конкретные указания, которые я дам в ближайшие дни и недели, необходимые для вступления в ваш новый сезон изобилия. Не позволяйте вашей связи с этим божественным каналом быть разорванной. В-третьих,
звездочка, звездочка, умножьте власть, звездочка, звездочка, когда вы признаете силу этого послания, вы не просто поддерживаете некую платформу, вы ратифицируете власть моего слова. Нажмите кнопку звездочка, звездочка, нравится, звездочка, звездочка сейчас же. Пусть алгоритмы мира узнают, что евангельское послание имеет вес, что пророческий глас силен и что мой народ отвечает послушанием. Ваш лайк – это голос за царство, который гарантирует, что эта спасительная нить достигнет тех, кто все еще борется во тьме, из которой вы только что выбрались. В-четвертых, звездочка, звездочка, поделитесь избавлением, звездочка, звездочка, ваше благословение предназначено для распространения. Подумайте сейчас о 3 людях в вашей жизни, члене семьи, друге, соседе, которые в настоящее время борются с тем же страхом, той же нуждой или той же болезнью, что истязали вас. Им нужно это послание. Им нужна эта надежда. Я повелеваю вам, звездочка, звездочка, поделиться, звездочка, звездочка, этим видео с ними прямо сейчас. Будьте вестником надежды. Будьте каналом моей любви. Не медлите. Срочность их положения требует немедленного действия с вашей стороны. Теперь вы – активный участник моей божественной спасательной миссии. Наконец, для тех, кто призван к более глубокой преданности, чьи сердца горят благодарностью и желанием увидеть, как это дело расширяется в геометрической прогрессии, я обращаюсь с особым приглашением. Подумайте о том, чтобы стать звездочка, звездочка, членом звездочка, звездочка этого канала. Это не просто пожертвование, это духовное партнерство. Становясь членом, вы посвящаете часть обеспечения, которое я даровал вам на постоянную, мощную передачу моего слова по всему миру. Вы инвестируете в жатву. Вы обеспечиваете себе особое место в молитвах и попечительстве этого служения, гарантируя, что ваше непрерывное обеспечение возвращается в почву царства. Это обязательство – знак вашего доверия, свидетельство вашей веры и действия, которое вызывает особую меру благоволения и защиты над вашими финансами. Возлюбленные мои, час поздний, но свет ярко сияет над вами. Идите вперед сейчас не в вашей собственной силе, но поддерживаемые моей вечной мощью. Несите бремя этого благословения со смирением и радостью искупленных. Помните всегда, я с вами. Я вижу вас. Я слышу вас. И я никогда, никогда не оставлю того, кого назвал своим. Рождественский завет запечатан. Ходите в вашей победе.